Привет, я Дмитрий Сметкин, и сегодня я расскажу вам про тур-эндуро скутер Zontas ZT368G Adventure. На моем канале ты можешь посмотреть видео о том, как мы покатались на нем в Приэльбрусье. А для вас, зрителей канала «Журнал Мотоэксперт», я постараюсь рассказать о технической стороне вопроса, основываясь на характеристиках этого макси-скутера. И попробуем разобраться, как же вообще в одном предложении могут состыковываться такие два слова – бездорожье и скутер. Итак, начнем. Вот на этом я хочу отправиться в Турцию. Внедорожный скутер звучит странно, но всего 10 лет назад никто не верил, что кроссоверы могут появиться в модельной гамме Ferrari, Lamborghini и Maserati. Так почему бы не примириться к табуретке для грязи? Разумеется, изначально скутер задумывался как городской транспорт, но если окунуться в историю, то окажется, что примеры съездов с асфальта довольно много. Веспа даже в Дакаре выступала. Вчера согласил вечерком во время посиделки около костра на тему того, чтобы взять эндуро-скутер Zontas 368 и сегодня дико протестить его, но уже в новых условиях, в сторону Эльбруса по дороге Джелесу, потому что я в этом году планирую добраться на этом скутере до Стамбула. Фанаты табуреток уже заигрывали с бездорожьем. Однако заигрывание с оффроудом чаще всего сводилось к стилистике. Табуретки оставались городскими. Первой разорвать шаблон решила компания Honda, запустив семейство ADV. В нем скутеры с моторами 150, 350 и 700, впервые пригодные для настоящего, пусть и легкого, бездорожья. И эксперимент удался, мотоциклисты оценили. Одновременно с японцами в этом направлении мыслили и инженеры компании Zontas, создавшие свое видение макси-скутера для бездорожья. Как это возможно? Во-первых, колеса. Конечно же, диаметр 17 дюймов – это размер для дорожного мотоцикла, но на макси-скутерах такие большие обода впервые. Впрочем, только спереди, сзади куда более привычное 14-дюймовое колесо. Колеса спицованные, тоже впервые, как и на внедорожных мотоциклах. Спицы позволяют сделать ход мягче, а колесо легче. Но китайцы не остановились и на этом, сделав спицованные колеса бескамерными. И все это венчают шины двойного назначения. Не внедорожная шашка, но и не совсем асфальтовые полуслики, а значит, на большинстве покрытий Zontas ZT368G будет чувствовать себя уверенно. Ну что ж, попробуем покататься на этой неваляшке. Хо-хо! Разобраться бы, куда здесь ставить ноги для начала. Ощущения очень непривычные. Я ищу сцепление постоянно. Но вместо сцепления тут задний тормоз. Йоу! Ноги можно поставить прямо, можно вот так упереть. Не поверите, но даже для водителя есть еще и подножки, пеги. У-ху-ху. Как непривычно, что у меня сзади маленькая такая сидушечка упирается в копчик, не дает мне съехать назад. Короче, здесь есть все преимущества, как на Zontas 703F. Здесь такая же полноценная приборка, который можно настраивать, регулировать. И на нем есть подогревы ручек, ребята. И также защита рук у него есть. Для меня класс скутеров — это, как многие из вас знают, один из любимых классов для путешествий. Потому что едешь себе, не паришься, средняя скорость, можно много всего увидеть по сторонам, вести с собой вполне достаточное количество вещей. И самое главное, что свобода для ног. Их можно ставить куда угодно. Подвески приподнятые, внедорожными их не назвать, но ход перевертыша выше среднего. Сзади же, по канонам жанра, роль маятника выполняет картер двигателя, усиленный дополнительным рычагом. Неподрессорные массы велики, зато надежность вопросов не вызывает, особенно в паре с двумя амортизаторами. Другая важная особенность, которой нет, например, у Honda – развитые защитные дуги. У Zontas спереди настоящая клетка, замкнутая под фарой и закрывающая все боковины.
И это не только защита от повреждений при падениях, но и возможность установить дополнительные аксессуары. Противотуманки стоят уже в базе, но конструкция позволяет закрепить тут и канистры, и небольшие сумки, и даже запасные покрышки. Облик настоящего кочевника Zonta ZT368G дополняет высокое ветровое стекло с регулировкой, защитные щитки на широкой перекладине руля и, как заявляет производитель, возможность ездить в стойке, как на эндуро. Впрочем, это скорее маркетинговая уловка, ведь бака между ног пилота здесь нет, а центральный туннель не настолько высокий, чтобы его можно было сжать коленями. Зато сидеть комфортно даже рослым пилотам. И не только, широкое седло позволяет с комфортом разместить даже крупного пассажира. А разделение по высоте на 2 ступени и небольшая спинка гарантируют, что второй номер не будет сползать на пилота даже на совсем разбитых дорогах. В сочетании с отличной ветрозащитой, свойственным всем скутерам, любое путешествие будет куда комфортнее, чем на обычном мотоцикле. Что же до мотора, то его будет достаточно как для неспешных путешествий по пересеченной местности, так и для больших путешествий по шоссе. Один цилиндр, 368 кубиков и почти 39 сил под управлением инжектора Bosch. Разумеется, с жидкостным охлаждением. Простая и надежная конструкция порадует экономичностью и неприхотливостью, качествами, необходимыми в долгих поездках вдали от цивилизации. Слушай, на самом деле было интересно испытать такой мопед. Очень интересно, потому что, в принципе, я скутер никогда не рассматривала. Ну, типа, скутер — это там дороги. Это комфортно, раз я знаю, потому что здесь есть плюс. Ну, во всех скутерах, конечно, есть, просто для меня это такое в новинку. Можно положить все, что угодно. Там, перекусы, вода, тот же шлем оставить, еще что-то. У меня немного забились руки, потому что подвеска здесь не эндурная, это не хард-эндуро. Но, тем не менее, я заехала, я забралась, и для меня это было прям новшество. Что скутер вообще, в принципе, может доехать на такие высоты. Все, доехали, добрались на перевал Восьмерку. Было интересно ехать на таком аппарате. В принципе, я вообще в первый раз за скутером сижу. Мне показали один лайфхак. Как он правильно называется? Adventure же, да? То есть вот есть подножечки, на которые ты встаешь. То есть когда ты едешь где-то по каким-то камням, по каким-то кочкам, тебя прям бьет, потому что это не эндуро и не тур-эндуро. Но тут легко встаешь в стоечку. На видосе, кстати, я прям демонстрировала. Так вот, смотри, смотри. А вот ножички, подножечки, а вот хоп и встали. Ну, короче, в принципе, кайфово, удобно. Кстати, если бы я вообще не ездила на мотоцикле, в принципе, никогда, мне кажется, на него можно сесть в первый раз, просто сел-поехал. Ну, очень кайфовый, очень удобный, очень комфортный. Класс. Это первая, думаю, модель, которая сюда заехала. Первая модель скутера, кстати. А на минуточку скутера, да. Но главная фишка скутера, именно как внедорожного, автоматическое центробежное сцепление и клиномерный вариатор. Никаких педалей, коробки передач и рычагов сцепления. Просто открываешь газ и едешь. Вариатор сам выбирает оптимальные обороты, адаптируясь под меняющуюся нагрузку. Это именно то, чего многим недостает на оффроуде. И это все под чутким присмотром электроники, в арсенале которой есть не только система ABS, но и трекшн-контроль, разумеется, отключаемый, чтобы не мешать на бездорожье. Прибавьте к этому систему контроля давления в шинах, бесключевой доступ, встроенный видеорегистратор, 4 USB-порта и крупную виртуальную комбинацию приборов. Дополнить это можно разве что обогревом рукояток, которая не будет лишним в плохую погоду. Конечно, ни богатая комплектация, ни широкий арсенал внедорожных фишек не сделают Zonta ZT368G конкурентом мотоцикла эндуро класса. Огромные функциональные пульты. Разумеется, полно электроники, трекшн, ABS-ки. В нем даже есть эко-режим, ребята, посмотрите. Мне сказали, что на нем вся игра начинается после 80 км в час. На нем начинаешь лететь по этим кочкам. Вилка сглаживает все ямки, и на нем становится очень-очень комфортно. У этого скутера предназначение внедорожка. Я бы его отнес бы к очень, просто невероятно комфортному дальнику с возможностью съехать куда угодно с дороги и поставить палатку в каком-то красивом месте. Мне кажется, на нем огонь ездить на дачу. Ну как ни крути, это все-таки скутер. На нем можно как-то маневрировать в пробках. На нем гиперкомфортно ехать далеко. Ветровик высокий.
Сидишь как на табуретке, скорости не переключаешь. У скутера очень низкий центр тяжести, это чувствуется. На нем легко прям давать лево-вправо. Смотрите, он прям элементарно шатается. Самый кайф в том, что, ну, как бы этот скутер остается в формате полноценного макси-скутера. Почти 400 кубов. У меня здесь нет возможности испытать его на скорости, но плюс-минус, если в Tour Enduro Zontas 703F получилось создать ветровик, который обтекает шлем сверху, я думаю, здесь инженеры постарались не меньше. Также на скутере очень много света, дохренище оптики. Куда важнее, что его агрессивный внешний облик и имидж кочевника не умаляет достоинства скутера, выдающейся ветрозащиты, комфорта и практичности. А значит, Zontas ZT368G может стать идеальным выбором как для ежедневных разъездов, так и для путешествий, без оглядки на качество асфальта. И у него регулируемая настраиваемая подвесочка. Ребят, смотри, для понимания того, что сейчас происходит, вам нужно увидеть просто вот эту картинку. Смотрите, стоит скутер, стоит два больших и серьезных тур-эндуро. И они доехали до одного и того же места. Я не понял поначалу, что это такое, как на нем быть, потому что ты сидишь, ну тебе комфортно, тебе офигенно. То есть я всегда думал, что когда познакомился с этим мотиком в мотосалоне, я думал, что это супер дальняк, с которого можно очень комфортно съехать практически вообще куда угодно, разбить палатку в любом месте, куда только вообще, где глаза глядят, и или комфортно ездить на дачу, или да даже, блин, просто по московской пробке со вторым номером на нем ездить. Это, мне кажется, вообще просто, блин, удовольствие. Вот, и я на нем попробовал ехать по внедорожью. Такое, знаешь, сначала такие сомнительные ощущения, такое что-то большое, но им легко управлять. Легко управлять, потому что очень низкий центр тяжести, его вообще никуда не кидает. То есть он, знаешь, такой реально как будто с этим акселерометр, или как называется, барометр. И потом, опять же, когда мне ребята сказали, что надо лезть вон туда, туда, куда ты вчера лез на атаке, вот, я подумал, что нет, делать это как-то сами без меня, но пришлось все равно это делать самому. И, на удивление, у меня получилось. Либо я за эту ночь где-то прихватил еще опыта чутка, вот, у пацанов где-то там тут летает, либо все-таки он для этого, блин, создан. Я сначала думал, что у него не будет хватать мощности. Я думал, что же делать, если ты вот застрял на таком подъеме, у него нету заднего тормоза, там ногой не придавить его, а как подниматься такие вообще бугры без сцепления, там сцепление первое, сцепление, тормоз первое, вот. Но все получилось, и он мне даже никуда не упал. Единственное, с него упала камера, по которой я проехал, но он держался. Я на нем покатался по дороге, туда-сюда, вдоль реки. И после 80 у него, точнее, даже после 60 у него открывается новая жизнь. Вот. Однозначно, идея, которую я на нем хотел сделать, прокатиться из Москвы до Стамбула, я буду пытаться ее реализовать. То есть сейчас этот скутер прям всем своим существом доказал то, что чувак, гони, давай, газуй по полной, 600-800 в день, проезжать не уставай, ты будешь на место пудов. Самое интересное, что вот этот вот чудо-аппарат превзошел все мои ожидания. Скутер я вообще никогда себе не рассматривала. Ну, мототехника эндуро, тур-эндуро, какие-то дорожники, спорты тоже не рассматривала, и в том числе скутеры. Тест был по грунтовой дороге, по верху, по камням. Я не ожидала, что я заеду вообще на нем по таким дорогам. Был очень интересный опыт, очень классный опыт. Я бы даже задумалась о покупке такой техники, особенно если ездить по городу, но самая фишка в нем то, что ты можешь ездить везде, по любому бездорожью, по горам, по камням. Есть стоечка, в стоечке и поехал. Клево, что это первый скутер, который заехал на 8. Есть большой потенциал и большой плюс. Но вообще все классно, все круто. За эти несколько дней я сделал дважды для себя невозможные задачи. Это на легком тур-эндурике заехал туда, куда страшно даже смотреть. И потом я сделал на следующий день то же самое, но на тур-эндуро скутере. Понимаешь вообще, да, о чем я говорю? Тур-эндуро скутер. Не могут быть эти три слова в одном предложении. Согласен, да? Я тоже так думал. Подведем итог. Внедорожный скутер – это, конечно, анекдот. Не надо сравнивать его с большим, полноценным, огромным, профессиональным тур-эндуро. Это, скорее всего, такой, знаешь, кроссовер, у которого есть небольшой внедорожный потенциал, ну и внедорожный внешний вид. Мне показалось, что на нем немножечко не хватает бака, за который можно в стойке держаться ногами. Да, это новинка, которой я овладел в этом тур-эндуро туре.
У него немного, как мне показалось, тяжелая задняя подвеска, но в остальном он действительно хорош вне асфальта. Поэтому, если вы ищете табуретку, которая способна ездить не только по асфальту, то Zontas ZT368G Adventure – это твой выбор. Но для жесткого оффроуда, конечно, лучше посмотреть в сторону мотоцикла. С вами был Сметкин Дима. Подписывайтесь на канал. Не забываем подписываться также и на мой канал. До встречи в новых роликах и в новых путешествиях.